Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать значение некоторых фраз. Первое выражение. Он темная лошадка. Что это значит? Это значит, что от этого человека никто не ожидал победы. Это был неизвестный претендент доселе на победу. Например, маленький слабый мальчик, хилого телосложения. И вдруг в соревнованиях по борьбе он побеждает. Согласитесь, это неожиданно. Раньше он не побеждал, никто не думал, что он победит. В такой ситуации уместно его назвать. О, да он темная лошадка. Да? То есть это выражение говорят с удивлением, с восхищением, может быть. Никто не ожидал, что так случится, а человек взял и одержал победу. Следующее выражение – он волк-одиночка. Что это значит? Это значит, что человек ведет независимый образ жизни. Как я сейчас в лесу, например. Шутка. Это не про то. Что значит независимый образ жизни? Значит, он самостоятельно принимает решения. Он не нуждается в советах, он не нуждается в компаниях, он не нуждается в чем-либо присутствии в своей жизни. Если человек говорит: оставь меня, не надо за мной следовать, не надо просить моего общества, не надо вступать со мной в отношения, я волк-одиночка. Это значит, человек живет по своему усмотрению, он не нуждается в вашем обществе. Следующее выражение, что значит: она тише воды, ниже травы. Или он тише воды, ниже травы. Это значит, что человек ведет себя очень кротко, очень малозаметно, не выступает, покладистый, скромный. Например, когда мой начальник приходит на работу, мы все подчиненные ведем себя тише воды, ниже травы. Значит, мы боимся начальника, он может нас наказать, он может накричать, он может быть, что-то грубое сделать, сказать. И тогда мы ведем себя очень покладисто, незаметно, чтобы он не обратил на нас никакого внимания. Мы тише воды, ниже травы. Далее следует похожее выражение, и звучит оно так: он и мухи не обидит. Это значение очень похоже по контексту на предыдущее. Тише воды, ниже травы. То есть это значит, что человек настолько тихий, настолько скромный, настолько кроткий, настолько незаметный в своих проявлениях, что от него не стоит ожидать угрозы. Он не способен обидеть даже муху, не то что человека. То есть он абсолютно безопасен и беззащитен. Следующее выражение – он скользкий тип. Обычно говорят это с таким презрением: он скользкий тип. Он скользкий тип, с осуждением, да? Что это значит? Что человек очень ненадежен. Он может вас подвести в каком-то крупном деле. Он может вас подставить, если ему это будет выгодно. Он может вас обмануть. Такому человеку ни в коем случае нельзя доверять. Например, Вася взял у друзей много денег и всех подставил. Никто больше не увидел свои деньги. Потому что Вася очень скользкий тип. Да? Значит, Вася пообещал вернуть деньги друзьям, но он их не вернул и уже, видимо, никогда не вернет. Такому человеку нельзя доверять. Далее, про кого говорят: у нее или у него язык без костей. Так говорят про человека, который чрезвычайно болтлив, и он не может удержать ваш секрет или чужой секрет в тайне. Например, женщина говорит: ничего не говорите при моей дочери, потому что у нее язык без костей. Что это значит? Что дочка, если услышит что-то про других людей, даже важное, секретное, то, что не нужно рассказывать другим людям, она тут же побежит и расскажет это своим друзьям, знакомым, и на завтра весь двор будет знать ваш секрет. То есть, если про кого-то говорят: ой, помолчи, 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 у нее язык без костей, да? Это предупреждение, а осторожно, при этом человеке рассказывать важную информацию не стоит. Следующее выражение – она двуличный человек. Что это значит? Она двуличный человек или он двуличный человек? И это такой человек, который вам в глаза говорит одно. Например, он говорит приятные слова, что ты прав, как я тебя понимаю, какой ты молодец, да? А когда вы отворачиваетесь, он говорит про вас очень плохие вещи, он вас осуждает, он вас ругает. Как будто бы у человека два лица. С вами он показывает одно лицо, а за вашей спиной он показывает совсем другое лицо.
Вам он говорит одни вещи, например, как правило, положительные, а когда вы отворачиваетесь, он говорит уже плохие вещи, он вас осуждает. Он говорит: ой, боже мой, какой ужас, да? Что это значит? Что такому человеку доверять нельзя. Например, наша Катя – человек двуличный. Вам в лицо она говорит приятности, за вашей спиной вас ругает последними словами. Значит, Кате доверять нельзя. Она лжет, она вас обманывает. Она относится к вам совсем не так, как она вам показывает. Следующее выражение – это его ахиллесова пята. Так говорят про человека, у которого есть какое-то очень слабое место, которое может обрушить всю репутацию человека или обрушить всю работу, над которой трудилась компания, или обрушить проект в компании. Например, можно сказать, ахиллесова пята Кости – это его самолюбие. Что это значит? Это значит, что если задеть самолюбие Кости, то Костя поведет себя самым неадекватным образом. Он может кричать, он может разреветься, он может сказать: я с вами больше не работаю, и так далее. То же самое, например, ахиллесова пята нашего проекта – это инженер Николай Петрович. Что значит это? Это значит, что, например, Николай Петрович страдает алкоголизмом, и он может уйти в запой в самый неподходящий момент. И тогда весь проект по строительству будет сведен к нулю. Или же это может значить, что Николай Петрович человек очень непостоянный, у него могут быть какие-то перепады настроения, и на него нельзя рассчитывать. Он может с утра сказать: а сегодня я не выйду на работу, да, и пропасть куда-то на 2 недели, уехать, например. Или же у него, например, такие рабочие качества, которые не позволяют ему выполнять свою работу. И тогда весь проект может быть обрушен из-за того, что Николай Петрович не выполняет свои обязанности. Что значит выражение? Она ведет себя как маленькая девочка, или он ведет себя как маленький мальчик. Что это значит? Или еще можно сказать: она ведет себя как ребенок. Да? Это говорится с осуждением, с неодобрением. Почему? Что такое маленький мальчик, маленькая девочка, ребенок? Да? Почему вдруг так называют взрослого человека? С точки зрения говорящего, человек себя ведет чрезвычайно чувствительно, слишком инфантильно, слишком безответственно. Например, ты представляешь, у него сдулось колесо, а он сидит и плачет, как маленькая девочка посреди дороги. То есть, с точки зрения говорящего, этот человек должен был встать, заменить колесо, или позвонить друзьям, попросить о помощи, или позвонить в сервис, то есть предпринять какие-то конкретные действия. А вместо таких решительных и понятных действий он сидит и расстраивается, ведет себя инфантильно с точки зрения того человека, который говорит. Этот человек осуждает такое поведение. Следующее выражение: что значит «она настоящий мужик в юбке». Это можно говорить с восхищением: «О, да, она настоящий мужик в юбке». Или это можно говорить с осуждением: «Слушай, ну она, конечно, мужик в юбке». Да? Что это значит? Это значит, что женщина взяла на себя роли, которые говорящий считает чисто мужскими ролями. Например, она носит тяжести на работе. Она, например, носит железные трубы или кирпичи. То, что исконно считается мужским занятием. Или эта женщина руководит огромным мужским коллективом. То, что говорящий также считает, что это мужское занятие, и женщина просто не может с этим справиться. Тогда он с восхищением или с удивлением говорит: слушай, ну она, конечно, мужик в юбке. Обратная ситуация, когда про мужчину говорят: он ведет себя, я извиняюсь, но как баба. Да? Как женщины не говорят, говорят: он ведет себя как баба. И это тоже говорится с осуждением. Почему так говорят про человека? Потому что он поступил недостаточно решительно с точки зрения говорящего. К примеру, Федя никак не может пережить расставание со своей подругой Машей, плачет, пишет ей письма, готовит ей ужин, покупает подарки и всячески замаливает свои ошибки, обещает исправиться. Да? То есть с точки зрения говорящего так себя вести неправильно. Нужно быть сдержанным, нужно быть закрытым, не нужно так сильно проявлять свою эмоциональность.
И тогда Федю он называет женщиной или бабой. Следующий пример. Когда говорят: «Он что вам, козел отпущения?» Это говорят с возмущением, с чувством несправедливости происходящего. Когда так говорят? Когда была целая компания людей, и каждый из них допустил свои недочеты, совершил ошибки, допустил неточности, но отвечать за все будет какой-то один конкретный человек, потому что каждый не хочет отвечать за свои ошибки. Сейчас приведу конкретный пример. Строится дом, кирпичи к дому привезли не вовремя, бухгалтерия работает неправильно, договора оформлены неверно, трубы, допустим, не привезли с завода, и в итоге весь проект встал, и дом не строится. Но ответственным за все за это делают одного человека, который не подвез трубы. И говорят, что дом не строится по причине того, что у нас нет труб. Тогда все наказание падает на голову этого одного человека. Потому что остальные не хотят отвечать за свои ошибки, они выбрали сделать козлом отпущения вот этого конкретного человека. Следующее выражение – «перестань дразнить гусей». Это говорится для предупреждения. Что это значит? Перестань дразнить гусей. Это значит, что если ты продолжишь, то вот эта вся компания людей будет на тебя выражать свою злость. Ты получишь большой ответ, агрессивный ответ на свои действия. К примеру, мальчик получил на день рождения машинку красивую, и он говорит: я пойду и отнесу эту машинку во двор. Пускай другие ребята посмотрят, какая у меня чудесная машинка. Мама ему говорит: сын, не дразни гусей. Что это значит? Если ты принесешь эту машинку во двор, то мальчики другие будут завидовать. У них нет такой машинки. И ты в ответ получишь зависть, может быть, они сломают машинку, может быть, они ее отберут. Да? То есть не стоит этого делать. Для того, чтобы еще лучше прокачать ваши навыки в коммуникации, навыки общения с партнером, умение поддерживать беседу, считывать сигналы партнера, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, который указан в описании к этому видео, потому что именно там будет размещена вся информация о предстоящих тренингах. Всех вам благ, всего доброго, спасибо за то, что смотрите. До свидания.